Фанаты Xiaomi, привет! Вы на канале Power Device. Каждый пользователь смартфонов данной компании, конечно же, пользуется приложением темы. Через него очень удобно кастомизировать внешний вид. Но что если вы привыкаете к какой-то одной теме, как, например, я? Я люблю пользоваться классической темой, она для меня очень удобна и привычна. Меня полностью устраивают родные обои, а также иконки. Но иногда хочется необычно разнообразить свой смартфон, при этом не изменяя обои и значки. Сейчас я покажу вам очень интересную подборку тем с необычными стилями блокировки и с необычными шторками. Вы, конечно же, на своих девайсах эти темы можете применять целиком, но лично я применяю отдельно только шторку и экран блокировки. Сейчас покажу. Зайдем в приложение темы, нажимаем вот эту иконку, компоненты, стиль блокировки. Здесь, друзья, я подобрал для вас и выделил 3 необычных стиля блокировки. Сейчас покажу их функционал. Первая тема для применения стиля блокировки называется Magic X Dark. Нажимаем «Применить». Так как мы зашли в компоненты и отдельно в стиль блокировки, на нашем смартфоне будет применяться только стиль блокировки. Данный экран привлек меня не только внешним видом, но и своим функционалом. Сверху, как вы можете видеть, отображаются часы, день недели и погода. Если сделать свайп влево, то мы попадем на календарь. Также для многих будет удобно управление плеером прямо с экрана блокировки. Если на плеере смахнуть влево, то мы переключаемся вот на такие стильные часы. Также, чтобы быстро попасть в камеру, нужно нажать вот эту иконку. Прямо с экрана блокировки открывается камера. Вот здесь мы можем видеть пройденные шаги, а отсюда мы можем попасть в телефон, СМС и так далее. А вот таким свайпом можно менять местами эти виджеты. А в самом низу мы можем увидеть заряд батареи и ярлыки для быстрого доступа к приложениям. Возвращаемся в наши стили блокировки, следующая тема будет гораздо функциональней. Называется она Mid One. На первый взгляд здесь ничего необычного, но если сделать вот такой свайп, мы можем увидеть разные виджеты. Но это еще не все. Все эти виджеты можно кастомизировать, нажав вот на этот квадратик. Сейчас у нас выбран замочек, мы можем менять вот эти часы. Такую информацию вы будете видеть на своем экране блокировки. Далее буква T, то есть текст. Как вы уже поняли, изменяет она шрифт наших виджетов. Следом за ней идет очень необычное изменение. В этой иконке можно менять анимацию зарядки. Если у вас установлен этот экран блокировки, вы можете выбрать любую из анимаций. Сейчас покажу. Выбираем, например, вот эту. Когда вы ее нажимаете, ничего не происходит, но она применяется. Посмотрите. Давайте покажу остальные. По мне так это очень интересная кастомизация. Далеко не все темы такое поддерживают. И, друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Нажимайте колокольчик и досмотрите это видео до конца. Тем самым вы поможете развитию моего канала и, как следствие, выпуску еще более качественных и полезных роликов для вас. Теперь давайте зайдем вот в этот значок настроек. Здесь можно менять стиль на белый либо черный. Применяется он к часам и вот к этим иконкам. Далее скрывать или показывать ярлык приложений. И последняя настройка изменяет вот эти кнопки. Сейчас я их поставил в виде точек. Также, если на экране блокировки сделать свайп вправо, то вы попадаете в камеру. Свайп влево, как я уже говорил, вызывает вот такие разные виджеты. В принципе, в них ничего необычного. Они действуют по принципу, как в первом экране. Сейчас переходим к третьему экрану блокировки, который я вам покажу. Тема с ним называется вот так. Advanced Tech DW-M19. После него отдельно кастомизируем шторки. Экран блокировки данной темы выглядит вот таким образом.
Сразу скажу, друзья, что его фишка заключается в том, что его можно разблокировать только следующим образом. Прикладываем вот сюда палец, проходит несколько секунд, отпускаем, телефон разблокируется. Другого способа какими-либо свайпами разблокировать данный экран нет. Лично мне это нравится. Также нажав вот сюда, вы вызываете плеер, которым можно управлять. Далее вызов календаря, погоды и часов. Снизу можно увидеть количество пропущенных звонков и СМС. Также, если удержать вот здесь, можно быстро попасть в камеру. Далее продемонстрирую вам темы, в которых можно отдельно изменять шторку. Зайдем в компоненты, строка состояния. Строку состояния изменяют также далеко не все темы, но я сделал для вас подборку. Первая тема – Master UI. Шторка кастомизируется вот таким образом. К слову, добавлю, друзья, что если на ваш смартфон прилетела MIUI 13, то вы можете установить новую шторку. Сейчас покажу, как это сделать. Вот такой файл обновления я оставлю в своей группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Просто устанавливаете его. Теперь ваша шторка будет выглядеть вот таким образом. К слову говоря, мне такая нравится больше. Повторюсь, что работает она только на MIUI 13. Если захотите удалить эту шторку, зайдите в настройки, приложения, все приложения, в поиске пишем плагин пользовательского интерфейса. Удаляем вот эти обновления. Я их тоже пока удалю, потому что те темы, которые я буду вам показывать, работают только на старой шторке, за исключением нескольких, как вот это. Как вы могли видеть, вот эти значки применялись и на новой шторке. Сейчас в темпе покажу вам остальные шторки. Следующая тема называется Tech Connection. Ее шторка выглядит вот таким образом. Следующая тема Venom. Далее M12. Выглядит она вот так. Простенькая, но в то же время стильная шторка. Ее иконки применяются и на новом центре управления. Tech Fantasy. Далее Los Sea. Интересная шторка с разными цветами сверху и стильными иконками. Кстати, ее иконки также применяются на новый центр управления. Идем далее. Тема Steri, Dream и OS. Это минималистичный стиль. Предпоследняя шторка называется Mid One. Тоже достаточно стильный центр управления, достойный внимания. И последняя на сегодня Future Tech. Шторка в стиле тег. Также, друзья, не забывайте, что вот в этих компонентах вы можете применять разные стили от тем, к примеру, значки. Надеюсь, что данный ролик вам понравился, и вы его поддержите лайком и подпиской. На этой ноте буду завершать обзор. Желаю вам, как всегда, только качественных девайсов, хороших настроек. Скоро увидимся на YouTube. Пока-пока.